Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко, и угадайте, где мы сейчас находимся. Хотя по названию вы же, наверное, поняли, да, я добрался до этого замечательного города, до Севастополя, и начинаем свою экскурсию мы, конечно же, самого значимого места в истории, это Херсонес, друзья, да, начнем отсюда. Сейчас пройдемся по всей его территории, покажу вам все самое интересное. Перед поездкой в Херсонес я почитал много в интернете информации. Здесь были какие-то скандалы из-за каких-то построек на территории этого древнего города. Сейчас пройдемся, посмотрим, что здесь построили, что здесь не построили, как вообще изменился этот город. Те, кто здесь был, напишите, стал он лучше, либо хуже. Я вообще первый раз в своей жизни в Севастополе, первый раз вот в этом месте, в Херсонесе. Сейчас буду вам все показывать. Давайте начнем с самого начала. Прогуляемся здесь. Это, считай, виртуальная экскурсия для вас будет. Первое, вот у нас проходная. Нужно купить билетик. Билетик стоит всего лишь 200 рублей для взрослого человека. Вот я уже попал на территорию. Что мне сразу здесь бросается в глаза? Это, конечно же, вот такие информационные стенды. Посмотрите, они сенсорные. Тут сенсорная панель. Дождь, мороз, снег, она все равно работает. Поэтому даже если вы не изучали историю Херсонеса, вы можете сюда прийти и почитать все прямо здесь с детьми. Детям тоже, думаю, будет интересно. Вот видите, вся карта этого города, где что находится, где какой храм. Можно выбрать тот же храм, посмотреть, как он выглядел в те времена. В общем, очень полезная штука. Я прям рад. И не нужно заказывать экскурсию. С экскурсоводом ходить можно самому все прямо на месте узнать. Тем более сейчас, во время пандемии, экскурсоводы не проводят экскурсии на территории. Сами все по стендам идете и узнаете информацию. Очень удобно. Повожу вас по всей территории, чтобы вы понимали, о чем вообще идет речь. Сразу что хочу сказать. Здесь супер чисто. Видно, что за территорией следят. Конструкции, они выполнены из дерева. Вот здесь тоже расположены стенды, вы тоже можете почитать, подойти с детьми, здесь даже с голосом вам расскажут, что да как здесь происходила история. Но мы сегодня здесь просто пройдемся, чтобы посмотреть, получить первые впечатления от Херсонеса, потому что это, можно сказать, моя мечта детства. Я с детства слышал постоянно Херсонес, и всегда мечтал, конечно же, побывать в этом древнем, друзья, городе. Смотрите, прикольная штука. Твое имя на греческом. Давайте узнаем мое имя на греческом. Нажимаем начать, выбираем первую букву вашего имени. У меня Александр, так, и первый Александра, защитник людей. Вот так, друзья, защитник людей и природы крымской. Ладно, движемся дальше. Конечно, меня уже переполняет восторг, потому что вижу вот эти вот древние руины, которые раскопаны, и я уже хочу по ним поскорее побродить. Посмотрите на территорию. Территория вся ухоженная, земля вскопанная, чернозем. Там посадили розы. У нас сейчас декабрь. В декабре цветут розы. И, конечно же, вот тут храм Владимира, потому что именно Владимир здесь, в этом месте, принял когда-то крещение. Вот такие исторические места. Просто, друзья, невероятно. Вот такая здесь у нас смотровая площадка. Давайте зайдем на нее и посмотрим, какой вид открывается со смотровой площадочки. Сразу говорю, мы с вами обязательно здесь запустим квадрокоптер, полетаем над всем этим древним городом и все покажу вам самое интересное. В принципе, как всегда. Вот смотрите, вот такой прекрасно открывается вид. У нас декабрь, посмотрите, какая здесь зеленая трава. Как будто сейчас весна.
посмотрите, такой храм. Здесь проводили реставрацию. Выглядит, конечно, невероятно красиво. Внутри снимать не будем, друзья, потому что, сами знаете, религиозные объекты я не снимаю. Сегодня, видите, такая пасмурная погодка. У нас не жарко, не холодно, зима на дворе. Но, друзья, мороза нет. Сегодня плюс 11 градусов в Севастополе. Так, куда мы дальше пойдем? Вот немножко еще вам собор так покажу с такого ракурса. Конечно, собор такой масштабный, здоровенный. Так, пойдемте дальше прогуляемся еще по территории. Что здесь еще есть? Вот, смотрите, это не роза или роза? Растет как дерево прям. Но это вот такие шикарные белые розы. Просто нереально. В декабре цветут розы в Крыму. Вон там красные розы цветут. В общем, друзья, вот такой у нас в Крыму благоприятный климат. Можно приезжать сюда зимой на прогулки. Херсонес открыт в любое время года, в любую погоду, без выходных работает. Поэтому вы сюда попадете без проблем. Приезжайте, ходите по этим местам, наслаждайтесь крымской природой. А это место прям супер историческое, просто пронизано историей. Обязательно его посетите, друзья. Моя мечта сбылась. Так, движемся дальше. Вот тут тоже у нас высажены розы. Так, что у нас тут? Реставрационные работы. Я так понимаю, вот эти плиты были найдены здесь, на территории Херсонеса. Давайте сейчас прочитаем. Базилика это базилика в базилике. Весь пол храма был покрыт мозаикой. Мозаика центрального нефа начиналась двусторонней греческой надписью: «Всякое дыхание да хвалит Господа». Вот это была мозаика. Была найдена здесь, на территории базилики. Посмотрите, как люди раньше выкладывали вот всю эту красоту из камней. Видите, специально такие небольшие камешки, все разного цвета. Они не покрашены, это просто камни такого цвета. Черный, есть красный. И делали вот такую красоту очень-очень давно, в древности. Просто у меня слов нет. Вот это очень красиво. Так, здесь у нас находятся вот такие кувшины. Я все же думаю, что в них хранили какое-нибудь зерно. У нас на территории Генуэзской крепости тоже есть такие. Смотрите, их собрали из мелких частей, просто где-то откопали здесь и собрали вот такие кувшины. Это называется пифос, большой керамический сосуд для хранения продуктов, зерна, вина, оливкового масла, соленой рыбы. Но для зерна я был прав. Так, здесь тоже лежат вот такие разные находки. Просто представьте, раньше здесь кипела жизнь в этом месте. Вот все эти фрески. Видите, из фресок сложены. Кстати, там почему-то пропала птичка посредине. Вот. Ну, в общем, видите, люди даже раньше делали вот такую красоту. Это все мозаика. А сейчас мы с вами спускаемся к самому знаменитому месту в Херсонесе. Но это по моей версии, потому что я это место видел практически на всех фотографиях, на всех магнитиках. Его часто показывали в телевизорах. В общем, будем сейчас смотреть. Как видим, здесь уже у нас начинаются вот такие фундаменты и стены домов. Вот он, древнее городище здесь было. Так, давайте почитаем. Есть очень удобная навигация, посмотрите. Базилика 1935 года, дом винодела, базилика в базилике. Это вот здесь была найдена, так я понимаю, фреска на полу. Парк имени Анны Ахматовой, там туманный колокол, постоялый двор, пещерный храм. Обязательно туда сходим сейчас. Но пока идем сюда. Посмотрите, в этом году здесь сделали вот такие удобные деревянные дорожки, друзья. Как вот и, кстати, из-за вот этих дорожек в интернете разразился большой скандал, что якобы Херсонес застраивают. Как по мне, это супер удобно, потому что, посмотрите, сегодня с утра был дождь. Я сюда пришел после дождя, мои ножки сухие, не в грязи, я могу спокойно ходить по вот этой дороге. Ну а самое главное, что люди с ограниченными возможностями на колясках, даже мамы с колясками, с детьми могут теперь здесь тоже прогуляться. Поэтому сюда вход открыт для каждого человека. Все могут сюда прийти и насладиться вот этой всей древней красотой.
Поэтому, друзья, я считаю вот эти вот дорожки деревянные огромнейшим плюсом. Тем более по территории, насколько я знаю, тоже можно ходить там, где нет дорожек этих. Вот в эти комнаты тоже можно, я так понимаю, заходить. Это уже, если вы сами захочете, заходите. Но, в принципе, я прям рад. Не знаю, почему возмущались жители касательно этого. И, насколько я понимаю, эти дорожки даже, наоборот, помогут спасти эту почву, потому что под нами археологический слой, в котором находятся еще разные древности, какие-нибудь находки, которые еще предстоит, я думаю, найти, если здесь будут проводить такие грандиозные раскопки. Сами эти мостики не капитальное строение, они легко разбираются. Сейчас покажу вам, как они вообще установлены здесь. Посмотрите. Вот здесь мы можем видеть, установлена такая пластиковое основание на вот такой подошве. И сюда подсыпается небольшой песочек, друзья. Поэтому слой почвы вообще никак не нарушается. А теперь представьте, что там пройдет тысячи людей по этой почве, как она разрушится. Поэтому это огромный плюс в том, что еще сохранится почва. Здесь сделаны также вот такие черные, это фонарики. И вечером, если темно, они подсвечивают все эти дорожки. Вот мы пришли к этому усадьба винодела. Это базилика. Здесь есть очень прикольная у них штука. Вот как выглядела усадьба винодела. Посмотрите. Вот она стояла здесь прям. И смотрите, что здесь есть. Мобильное приложение. Вы просто открываете свою камеру, наводите сюда камеру, и все, у вас появляется ссылочка. Открываете ссылочку. Давайте посмотрим. Ссылка нас должна привести на сайт, где можно скачать приложение. Так, вот он сайт. Ищем, где скачать приложение. Пункт 3. Херсонес АР. Скачай приложение с технологией дополненной реальности. Открываем это место. И здесь уже мы услышать звон можно. Так, а где тут кнопочка скачать? Ищем. А, вот. Можно скачать в Google Play, если у вас Android. И на iPhone, если у вас iPhone в App Store. Вот, заходим в App Store. У нас iPhone, ну да, что такое, блогеры можем себе позволить. Идет загрузочка и ждем, пока скачается приложение. Вот оно. Есть кнопочка «Загрузить». Называется Херсонес АР. И загружаем, друзья. Сейчас посмотрим, что будет у нас. Итак, приложение наше загрузилось. Открываем его. Вот так оно грузится. Херсонес Таврический. Так, друзья. Нажимаем кнопку «Начать». Наведите камеру на метку. На какую метку? QR-код, наверное. Давайте наведем камеру на метку. Сканер меток. Так, а на какую метку навести камеру? А, все, друзья, нужно было сюда навести. И все, вот у нас появилась усадьба винодела. Вот так она должна выглядеть. Ее можно крутить во все стороны. 3D изображение получается. Так, одной рукой неудобно, конечно, снимать. Но вот здесь была вот такая усадьба винодела. Здесь можно... Так, палец дотянись. Сейчас. Здесь можно все приблизить. Все разглядеть прямо в мелких деталях. Очень удобно. И я считаю, это очень технологично. В наш век технологий это, друзья, круто. Молодцы, что сделали вот такие стенды, где можно посмотреть, как выглядели здесь раньше строения. Поэтому обязательно берите свои телефончики, скачивайте, когда здесь будете, и вот так будете смотреть. Также здесь можно прочитать про эту усадьбу, здесь есть информация прям в приложении. В общем, все супер удобно. Даже можно сфоткать и отправить. Ничего себе, круто. Есть лавочки, где можно присесть, отдохнуть. Но самое главное, это то, что я выбрал такой день не специально, случайно. Пасмурный день, не выходной, это рабочий, друзья, день, когда здесь никого нет. Мы с вами сами практически бродим по Херсонесу. Вы понимаете, как это круто? Прямо вот здесь мы одни. Обычно здесь сотни, десятки людей ходят, а сегодня только мы с вами. Очень круто, поэтому, если даже будет пасмурный денек, приезжайте, вы здесь будете одни, и вам больше повезет насладиться всей этой красотой. Вот смотрите, вот здесь комнаты, здесь были дома, здесь когда-то жили люди. Прям вот здесь, на берегу моря. Я просто, честно говоря, в шоке. Как круто бродить по вот таким археологическим древним городам.
просто сохнет. Здесь творилась целая история. Вот такое это место. Так, что там у нас внизу? Кстати, внизу, видите, тоже стоят прожекторы. Ночью это тоже все подсвечивается. Здесь тоже можно ходить. Если не хотите по этой идти, можете идти просто по такой дороге. Раскопки здесь еще проводить. И проводить здесь еще много чего можно интересного раскопать. И все это, я думаю, ждет нас в будущем когда-нибудь. Это просто археологический памятник. Насколько я знаю, Херсонес внесен в список ЮНЕСКО мировой. Чтобы вы понимали, поэтому не стоит здесь ничего вам разрушать. Ходить по стенам тоже нельзя. Поэтому если вы камешек один тут сломаете, то смотрите, будет огромнейший штраф. И ничего здесь не ломайте, не рушьте. Просто идите, друзья, и наслаждайтесь. Такая история осталась. Так, вот здесь есть спуск. Давайте пройдемся, прям прикоснемся к этим стенам, к истории. Вот, все, мы сюда спустились. Ну, не знаю, здесь можно ходить. Но если ступеньки ведут, то логично, что здесь можно ходить. Я просто боюсь по территории здесь еще ходить. Вот так, друзья, древний город прям перед нами. Мы здесь бродим. Представляете, сотни лет назад вот здесь кипела жизнь. Просто это, когда представляю, не знаю, как здесь находишься, совсем другие ощущения, чем вам по камере там передадутся. Друзья, дотрагиваемся до истории. Просто нереально круто. Смотрите. Вот здесь были чьи-то дома. Здесь когда-то жили люди. Мы с вами одни бродим по Херсонесу. Это очень круто. Поддерживайте ролик лайком, потому что вот такие шикарные кадры, я не знаю, кто вам еще сможет показать. Так, здесь прям у них какое-то огромное было здание, точнее подвал, можно сказать. Смотрите, идет вглубь. Ну хотя это раскапывали, мы, походу, по вершине только ходим. А это все раскапывать еще нужно, все эти здания. Вот так здесь было. Можно вам пару вопросиков задать? По поводу вот этих дорожек. Потому что в интернете возник спор, нужны они, либо не нужны для этого места. Я считаю, что нужны очень. Однозначно нужны, да? Да, да. Удобно? Очень удобно, лучше, чем было. А вы здесь раньше уже были, да? Да, была. Давно, правда, очень. Ну и стало лучше, с дорожками лучше, да, мне больше нравится с дорожками, отметила для себя, что... Так, а вы с какого города? Из Омска. Из Омска. Хорошо, спасибо вам большое. Мечты сбываются. Переходим эту ступеньку, и мы на территории. Пам-па-бам-па-бам. Вот эти знаменитые колонны. Давайте подойдем к ним поближе. Я прям очень хочу дотронуться до нее. Представляете, сколько веков они пережили и теперь радуют вот здесь нас. Посмотрите, какая, друзья, красота, просто слов нет. Блин, вообще круто. Просто соприкоснулись с историей с вами. Это место обязательно к посещению в Крыму. Если вы, конечно, сюда когда-нибудь приедете, друзья, я вам очень рекомендую. Вот там, видите, есть высечен, точнее, крест и какие-то две буквы. Не знаю, одна на Е похожа, другая, не знаю, не похожа на такие наши буквы. Смотрите. Вот это место просто фантастика. Такой здесь, наверное, храм был. Просто переполняют меня чувства с этого места. Друзья, будете здесь, обязательно его посетите. Это нереально круто. И здесь вот такой был огромный вход. Так понимаю, это мрамор. Здесь был такой мраморный пол. И облицовка вот такая тоже из мрамора. Просто нереально. Смотрите. Вот так, друзья. Смотрите на эту красоту. Прямо вот здесь на берегу моря. Еще моя одна мечта — это вернуться сюда, когда будет сильный шторм, чтобы волны были огромными, и тоже здесь полетать на квадрокоптере. Мы обязательно ее когда-нибудь осуществим вместе с вами.
Так, по стенам не ходить. Ну ладно, не будем ходить по стенам, а возле стен пройдемся. Так, что у нас здесь? Храм часовни, 5 век, 10 век, друзья, 10-13 век. Давайте зайдем вовнутрь. Здесь можно узнать информацию. Часовня во дворе усадьбы 10-11 века. Во дворе одной из жилых усадьб, построенных после X века и погибших в пожаре второй половине XIII века, сохранилась квартальная часовня. Внутри нее под аркосолиями находились могилы костницы. Давайте зайдем вовнутрь. В часовню. Ух ты, друзья, посмотрите, какая была древняя часовня. Честно говоря, прям аж дух замирает. Смотрите, как люди раньше строили все это из вот таких камней. Слаживали воедино, без цемента. Все это держится вот здесь. Так, часовня. Что здесь у нас был какой-то... Не знаю, что здесь находилось. Но вот эта стена сделана полукругом. Прям очень впечатляет. Посмотрите, как люди смогли ее так построить. Вот так, друзья. Такая красота для вас. Находиться здесь, когда нет толп туристов, вот это действительно мне очень нравится это время года, потому что летом вот так вы здесь не походите спокойно. Здесь по-любому кто-нибудь будет. Вот, смотрите. Здесь прям был такой заселенный, я смотрю, квартал. Здесь было много людей, которые жили когда-то. И вот новая штука, которую построили, новые мостики, очень удобные, потому что если человек на коляске, он может легко съехать, даже вот спуститься к морю, тоже плавный такой спуск идет. Я считаю, что наоборот, молодцы, когда их установили, можно спокойно гулять, наслаждаться всей этой красотой, всеми этими постройками древними. Честно говоря, чувствуется здесь какой-то дух истории. Вряд ли я вам смогу, конечно, передать его на камере, потому что здесь нужно вам побывать. Это непередаваемо, друзья. Мне прям очень здесь понравилось. Ух ты, смотрите. Видите, раскопки как провели, что аж внизу там еще идет стена. Поэтому мы сейчас получаемся практически на среднем, либо на верхнем уровне идем. А вниз еще раскапывать, ну, метров вот 5 там раскопано. Представляете? Вот эти все построечки еще идут у нас вниз на несколько метров. Так, здесь тоже у нас какой-то вход. Давайте посмотрим, что у нас здесь было. Усадьба Саркой. 11 век. 11 век. Вот здесь сохранилась такая арка. Если вот камеру опустим, получится шикарный у нас вид на церковь. Проходим подаркой, загадываем желание. Загадали. И вон там у нас находится тоже древний колокол. Насколько я прочитал и успел в интернете, что его вылили из турецких пушек, друзья. Давайте подойдем поближе. Сейчас он находится на реставрации. Он служил таким маяком, и корабли, когда в него звенели, корабли могли ориентироваться по звуку и плыть сюда, когда на город ложился сильный туман. А вы знаете, какие в Крыму бывают туманы. Вот, посмотрите, на нем следы от пуль, что ли? Что это такое, да? Я так подозреваю, по нему стреляли. На нем есть следы от пуль. Видите? Колокол. Так, в 19 веке колокол находился на звоннице Херсонесского монастыря. В Крымскую войну его вывезли в Париж в качестве трофея, откуда он был возвращен в 1913 году. Надпись на колоколе гласит: «Сей колокол вылет святого Николая Чудотворца в Таганроге из турецкой артиллерии весом, не указано, пут 1778 года, месяца августа числа». Значит, вот этот колокол был вывезен, а не тот. Может, они два были вывезены? Ух ты, там еще чайка у нас наверху. Но, друзья, смотрите. Конечно, размеры его тоже впечатляют. Вот такой колокол сейчас на реставрации. Здравствуйте. Вы первый раз здесь? Скажите, пожалуйста, как вообще мы проводим опрос, как вам вот эти деревянные дорожки? Что их раньше не было? Лучше с ними или без них? Конечно, лучше с ними. С ними, да? Хорошо, спасибо.
Вот, туристы тоже говорят, что, конечно, лучше с ними, с этими дорожками. Конечно, лучше, потому что после дождика мы можем гулять. И смотрите, у нас сухие ножки чистенькие. Вот тут, кстати, проводятся на данный момент тоже у нас раскопки. Прям сегодня, видите, тут недавно копали. И вот так по чуть-чуть откапывают еще одну стену. Вот, друзья. Смотрите, какие тучи над морем. Давайте спустимся к морю. Как же мы и без моря в нашем блоге, в любимом. Здесь у нас стоит табличка «Стой, опасная зона». Но мы же на самом экстремальном канале, нам такие таблички не мешают, но вы ни в коем случае этого не повторяйте. Здесь стоит крестик, дальше подходить нельзя, потому что может произойти обвал. Да, друзья, почва рыхлая, не подходите сюда. Но море, конечно, прекрасно в любую погоду, даже вот в такую пасмурную. Посмотрите. Просто красота. Так, с этой стороны у нас тоже какие-то постройки. И прямо они выходили в море. Да, смотрите. Вот эта построечка. Она выходит. Вот фундамент ее прям на обрыв. Интересно, что здесь было. Хотел бы я, конечно, вот здесь такой домик с видом на море. Это нереально круто. А там я вижу какой-то пляж. Сейчас пойдем спустимся, если возможно спуститься, конечно. Вот, смотрите, что я нашел. Комплекс Уваровской базилики. И здесь на полу были выложены вот такие фрески. Вот так как они лежали, так они до сих пор здесь и лежат. Посмотрите, как красиво. Вот были ступеньки, по которым люди спускались вот сюда, и был у них вот такой шикарный пол. Очень смотрится красиво. И все это делали вручную, каждый камушек. Представляете, как это было сложно? И посмотрите, насколько ровны здесь круги и вообще фигуры. Как люди в то время так делали красиво, я, честно говоря, затрудняюсь вам ответить. Но выглядит просто впечатляюще. Скажите, пожалуйста, вы первый раз здесь? Да? Да. Скажите, пожалуйста, вот тут дорожки эти деревянные, за них спор там в интернете возник. Нужны они здесь вообще или не нужны? Нужны однозначно. Нужны, то есть с ними лучше стало? Ну, это немножко дисциплинирует, и как бы больше ходишь по дорожке, чем по траве, например, по газону. Да, то есть лучше. Конечно. Так, а вы как считаете? Я считаю, что тоже. Тоже нужны, да? Нужны дорожки. Понятно, спасибо. А вы сами откуда? С Владивостока. В музее, правильно. Ну да, Поэтому под открытым должна небом. быть культура. Правильно. Должна быть культура просмотров и так далее. Хорошо, спасибо большое, до свидания. Так, нашел вот такое место. Называется Баптистерий. Объект культурного наследия федерального значения. Дата создания, возникновения не определена. Охраняется государством. У него даже есть свой, получается, регистрационный номер. Вот такие, друзья, места, которые охраняются государством. И здесь можно вот так свободно ходить. Здесь у нас уже установлена какая-то новая такая беседка. Или что это? Так. Здесь что-то похожее на колодец, как я и говорил. Посмотрите на эту кладку. Из-за разности времен здесь сначала ложили так, потом так. Потом в другом веке ложили вот такую кладку. Это прям супер необычно, я такого никогда не видел. Что это за такой плоский красный камень? И вот так он был здесь сложен. И видите, это по всей территории идет такой слой. Конечно, места пропитанные историей. Уважаемые гости Херсонеса, Таврического, скоро здесь будет красиво. Здесь, друзья, строится смотровая площадка. Давайте почитаем небольшую информацию, которая здесь у нас написана. Так, совсем скоро здесь будет дорожная сеть и смотровые площадки, из которых открываются замечательные виды на море, город Севастополь и музей-заповедник. Расположение площадок и дорожек совпадает с протоптанными посетителями тропинками. Конструкции уменьшают нагрузку на почву в этих местах и предотвратят эрозию. Конструкция установлена на поверхности через специальный материал геотекстиль, который я вам показывал уже в начале, геотекстиль, благодаря чему сцепление конструкции с основанием становится минимальным и позволяет произвести быстрый демонтаж без повреждения грунта. Начало работ июль 2020, окончание работ февраль 2021 год. Давайте пройдем на место работ, посмотрим, как производят работы. Геотекстиль, запомнили это слово? Сейчас я вам его здесь покажу, прям не отходя далеко. Вот, собственно, этот геотекстиль. Вот он. Под него еще
подсыпают специальный такой песочек. И эту конструкцию можно в любое время убрать, не нарушая при этом почву и этот культурный тут исторический слой. Так, поднимаемся сюда. Здесь, как мы видим, у нас уже, я так понимаю, готовится первая смотровая площадка. Пока еще работы не закончены. Площадка сама, в принципе, не большая по размерам, но метров 7 в эту сторону, я думаю. Вот она, первая площадка с видом на море. Отсюда даже видно ту часть старого города. Вот, видите, как прокладывается здесь это деревянные тропинки на вот таком основании. Под каждым столбиком подложили геотекстиль. И вот так без нарушения грунта здесь стелится такая дорога. Много также в интернете было комментариев касательно вот этой смотровой площадки. Говорили, что тут застроили пол Херсонеса. На самом деле площадка небольшая. Сейчас запущу квадрокоптер, покажу вам виды на нее с квадрокоптера. Но размер ее где-то 10 на 15 метров. Вот такая, друзья, площадочка. На нее постелят тоже эту древесину. И с нее будет открываться прекрасный вид на город Севастополь и на вот древний Херсонес Таврический. Сама она установлена, видите, на специальных блоках, которые можно легко демонтировать. Вот такая плитка. И тоже в самом низу здесь основание геотекстиль постелен. Поэтому конструкция никак не навредит почве, а наоборот даже ее укрепит, потому что здесь в год бывает несколько тысяч, вроде бы, или десятков тысяч человек, которые посещают это место. И представьте, все эти люди ходили просто вот так по почве. Естественно, что она разрушается, исторический слой это тоже разрушается, а благодаря вот таким дорожкам все это будет в целостности и приятно по ним будет ходить. В общем, вот так ведутся здесь работы.
Так, это похоже на ядра. Ну, наверное, это что-то другое было. Фрагмент алтарных преград. Мрамор. Купель мрамор. Фрагмент колонны мрамор. Фрагмент престола известняка. Да, да, это ядра из крепости Чембало. Мраморовидный известняк. Вот, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Это как раз тот угол, где мы с вами находимся. Вот. И вот так эти ядра выглядят. Ничего себе, какая нужна была сила, чтобы их запустить. Представляете? Друзья. Вот такие ядра здесь. Ну и то, ради чего мы сюда шли. Амфитеатр. Он находится прямо вот здесь, снизу. Наверное. Да, вот он. Посмотрите еще под звук колокола. Кстати, посмотрите, сколько походил, людей уже стало больше. Люди начали приезжать какие-то. Нет, это без экскурсовода, просто сами ходят, гуляют. Так, друзья, здесь тоже наши крымские котяры. Этот кот прям здоровенный. Посмотрите, какой. И вот он, амфитеатр. Не знаю, сюда можно спускаться по нему или нет. И ходить вообще там. Сейчас снизу спустимся, покажу мы его снизу. Конечно. Вот здесь, насколько я знаю, летом тоже проводятся. Меня? Вот здесь летом, друзья, проводятся тоже выступления. Насколько я знаю, либо там, либо здесь. Давайте посмотрим. Это античный театр. Остатки античного театра. Открыт раскопками в 1954 году. Так, вот такие у нас здесь театры были античные. Скорее всего, в другом месте проводятся спектакли, а не здесь. Потому что, не знаю, здесь можно ходить, люди ходят. Но я, честно говоря, не хочу по древности вот так ходить. Вы на экскурсии здесь или работаете? Да, на экскурсии. Скажите, пожалуйста, потому что возник спор касательно вот этих дорожек деревянных. Вообще нужны они здесь или наоборот портят вид? Как вы считаете? Я думаю, нужны. Удобно с по ними, да? тротуару удобно ходить, ноги не устают. Очень хорошо ходить. То есть вы за дорожки? Да, я за. Не портит они вид так античности? Нет, я думаю, что не портит. Для меня так нет. Понятно, хорошо, спасибо. Так, а вы сами откуда? Мы на экскурсии сейчас, мы в Валуште А, остановились. понятно. С Красноярского края. Хорошо, спасибо. Ага. Ну что, друзья, я думаю, будем завершать наш видеоролик. Надеюсь, он вам понравился. Обязательно поддержите его максимально лайком, пишите свои комментарии, что думаете касательно Херсонеса Таврического. Моя мечта сбылась. Я желаю, чтобы и вы, те люди, которые еще здесь не были, чтобы обязательно успели посетить это историческое место. Но я не могу вам передать свои ощущения, которые я здесь испытываю, друзья. Это нужно просто самим испытать. Еще будут видеоролики у меня из Севастополя, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы их не пропустить. Походим по городу, покажу вам бухты Севастополя. Надеюсь, получится интересный контент. Ну а с вами был я, Александр Михаленко, и уже завтра встретимся в новом видеоролике. Всем пока!